Для вязания мне потребуется два цвета нити. У меня это желтый и розовый. Это полиэфирный шнур карамель от пряжи Центр. Остатки от каких-то проектов. Шнур мой 5 мм и вязать я буду крючком тоже 5 мм. Беру сначала нить одного цвета, делаю петлю на крючке, добавляю еще 2 петли на крючок. Раз, два. 3 петли на крючке. Подхватываю нить, завожу крючок сзади рабочей нити и провязываю все эти 3 петли. То есть я протаскиваю нить через петли на крючке. Вот так. Поворачиваю против часовой стрелки. Дальше я для наглядности возьму нить другого цвета. Я возьму желтую нить. Снова делаю 2 петли на крючке. Добавляю 1, добавляю 2. 3 петли на крючке. Подхватываю их, вставляю крючок, завожу крючок сзади рабочей нити. Все 3 петли провязываю. Поворачиваю против часовой стрелки опять. Теперь я раздвигаю петли предыдущего шага, вставляю крючок между ними и набираю 1. И вставляю, раздвигаю, набираю 2. Получается снова 3 петли на крючке. Завожу крючок за рабочую нить и провязываю. Поворачиваю. Поворачиваю всегда в одну сторону. Следующее у меня получается желтые петли. И здесь я, в отличие от розовых петель, розовые петли мы набирали, вводя крючок с лицевой стороны. Здесь не так делаем. Здесь делаем обратно. С изнанки вводим 1 и 2. Подхватываю нить и вытаскиваю ее. Снова поворачиваю. И снова я набираю петли нитью, которая проходит внутри петель предыдущего шага. Смотрите, здесь 2 нити проходят. Одна нить тянется, вот из нее мы и набираем петли. 1, 2, а другая нет. И провязываю. Поворачиваю. Желтые набираем с обратной стороны, то есть как бы по изнанке. Это нужно для симметрии. Можете набирать их также с лица, но тогда у вас будет немножко несимметричный шнур. 1, 2, 3. Провязываю. Поворачиваю снова. Теперь розовые. 1, 2, 3 петли на крючке. Провязываю, поворачиваю. И теперь желтые. 1, 2, 3 петли на крючке. Поворачиваю, провязываю. Главное, не сбейтесь, когда вы будете крутить этот шнур. Его всегда нужно поворачивать в одну и ту же сторону. И запомните, что один цвет мы с лица набираем, а другой цвет набираем с изнаночной стороны. Это если вы вяжете так же, как и я, в 2 цвета. Поворачиваю. И продолжаю так на ту длину, которая мне нужна. Вот, посмотрите, провязала я немного этого шнура. Вот такой он получается. Одна сторона розовая, другая желтая. И посередине сцепка, видите, образует косу. Это лицевая сторона. И вот она изнаночная. Она очень похожа, но все-таки чуть-чуть отличается. Такой шнур, мне кажется, прекрасно подойдет для лямки какой-нибудь сумки или рюкзака. Он широкий, он не будет давить на плечо, немножко пружинит. Начало. Здесь, кстати, в начале можно подтянуть, если у вас здесь сильно шире оно получается, можно просто вот эти петли начальные поподтягивать для того, чтобы они стали такой же толщины, как и вся остальная ручка. Также, естественно, этот шнур можно вязать в один цвет, будет просто чуть-чуть сложнее. Для того, чтобы вязать в 2 цвета, нужно перемотать нить в 2 клубка. И вязать мы будем из середины, подхватывая нить от одного клубка и затем подхватывая нить от второго клубка. Итак, снова делаю 1, 2, 3. Делаю 3 петли. Все точно так же. Подхватываю
крючком рабочую нить, кладу нить сверху крючка и протаскиваю нить через все 3 петли. Поворачиваю и дальше снова набираю 2 петли. Раз, два. Это уже нить от другого клубка у меня идет. Точно так же кладу нить сверху крючка, протаскиваю через петли на крючке. Поворачиваюсь, опять точно так же. Запомните, в какую сторону вы будете поворачиваться. Раздвигаю петли предыдущего шага и делаю раз и два. Подхватываю там между петлями нить, ту, которая тянется, и точно так же кладу нить сверху крючка и провязываю все петли на крючке. Поворачиваюсь опять. На этот раз я вставляю крючок с изнаночной стороны. Раз, два. И все петли провязываю вместе. Поворачиваюсь. Опять с лицевой стороны. Раз, два. Вместе. Поворачиваюсь и теперь с изнаночной стороны. Раз, два. Вместе. И продолжаю вязать так, фактически на нужную мне длину. Раз, два. Поворачиваюсь. Здесь главное запомнить, в какую сторону вы поворачиваете свой шнур, и еще запомнить, на каком шаге вы находитесь. То ли вам с лицевой стороны подхватывать петли, так как делаю я сейчас, то ли с изнаночной. Если вы сбиваетесь на этом шаге, то подхватывайте всегда с лицевой стороны, просто тогда ваш шнур получится немножко несимметричным. Продолжаю так на нужную мне высоту. Провязала я немножко свой шнур, и посмотрите, что получается. Это лицевая сторона. Здесь все то же самое, что и у двуцветного шнура, только в один цвет. И вообще не видно, как сделан этот шнур. Да? Видите, в центре проходит косичка, а по краям такие колоски симметричные. И вот она, изнаночная сторона. Вот такая. Если вам понравился этот видео-мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, сохраняйте видео к себе в плейлисты. Спасибо за внимание. Пока-пока.